Приветик, друзья! Согласитесь, что все хотят быстрого результата, быстро похудеть, быстро уменьшить ноги, быстро накачать пресс, увеличить ягодицы, увеличить грудь, уменьшить руки. Но сколько ошибок мы допускаем на пути к похудению и к построению фигуры нашей мечты. В этом видео я расскажу вам самые основные и самые часто встречающиеся ошибки, которые вы сможете совершить при похудении. Слушайте внимательно, возможно, я буду говорить именно о вашей ситуации. Ну что, начнем? Быстрое сокращение калорийности вашего рациона ведет к серьезным проблемам. Ваш организм ослабевает, ваше настроение постоянно портится и ваш метаболизм замедляется. А как известно, при слабом метаболизме потерять лишние килограммы гораздо сложнее. Как мы обычно думаем, если я имею большой вес, значит нужно избавиться от жирной пищи. И что в итоге? Мы начинаем увлекаться обезжиренной пищей, что не очень-то полезно для нашего женского здоровья. Сколько приемов пищи у вас за сутки? 3, 2, а может быть 1? Это еще одна основная ошибка худеющих. Большие промежутки времени между приемами пищи. Я понимаю, что у вас работа, учеба, но ведь можно же брать еду с собой. Ох уж эти правила, не ешь после 6. Кто его вообще придумал? Вы должны есть после 6. Таким образом вы просто провоцируете свою психику на очередной срыв. В итоге в 12 часов ночи мы стоим у холодильника, жуем котлету и запиваем ее борщом. Самый калорийный и самый питательный прием пищи за сутки – это именно завтрак. Ведь когда вы только проснулись, вашему организму просто-напросто нужна заправка, как автомобилю, и чашечка кофе здесь совершенно не пройдет. Сколько раз вы взвешиваетесь? Перестаньте ориентироваться на цифры. Единственное, что вас должно волновать, это ваше отражение в зеркале. Ведь мы худеем для того, чтобы быть стройными, красивыми, здоровыми, а цифры – это всего лишь цифры. Кто-то отдает предпочтение белковой пище, при этом имея минимум углеводов и жиров в своем рационе. Или же наоборот, неважно. Если уж вы боитесь углеводов и жиров, то исключайте простые углеводы и насыщенные жиры. Белки, жиры и углеводы – это необходимые элементы для нашего нормального функционирования организма. Похудеть в коленях, похудеть в подмышках, похудеть в ногах – похудеть локально невозможно. Жировая прослойка покрывает все ваше тело, и уходить она будет тоже равномерно, просто в некоторых местах чуть медленнее. Многие женщины, желая похудеть, перестают пить воду. Некоторые даже думают, что они толстеют от воды. А ведь вода – это первый помощник при похудении. Особенно вредно не пить воду во время тренировки. Таким образом у вас повысится артериальное давление, у вас могут быть проблемы с почками или даже может нарушиться работа вашего сердца. Сколько же я получала вопросов типа, а можно я буду правильно питаться, буду придерживаться всех правил, но не буду тренироваться. Мне просто лень, мне некогда и вообще я не люблю все это дело. Да, я согласна, питание это 70% нашего успеха. Но если вы хотите подтянутое тело с упругой попкой, плоским животиком, тренировки для вас обязательны. Следующая проблема вытекает из предыдущей. Возможно ли интенсивно тренироваться, но при этом есть все, что угодно и когда угодно? Оно-то, конечно, можно, но качество вашего тела будет совершенно не таким, как вы себе представляете. Да и мне кажется, это просто преступление пойти в Макдональдс наесться после сильной тренировки. Да-да, тренировки тоже могут быть неправильными. Главная проблема худеющих – это ежедневные, очень интенсивные тренировки. Обычно мы работаем на все группы мышц, потом на следующий день, несмотря на то, что у нас все болит, мы опять забиваем все мышцы. Так вы себе заработаете перетренированность. Ваше тело должно отдыхать. Достаточно 3-4 тренировки в неделю с отдыхами между днями. Ох уж эти диеты, новогодняя, питьевая, звездная, гречневая, сколько их только не придумали. Это же всего лишь шаблонные диеты на определенный период времени. Что в итоге? В итоге мы промучились неделю, возвращаемся к привычному образу жизни, набираем те же килограммы, еще плюс бонус. Многие женщины начинают верить в различные заблуждения, типа «я не буду красиво выглядеть после родов, ничего это не исправишь», «я не рожу с накачанным прессом», или «я не могу жить без сладкого», «у меня плохая наследственность», «я не могу переносить тяжелые тренировки, у меня будет стресс». В общем, девчонки, давайте себе признаемся, что это просто лень.
Как же хочется верить, что эти таблеточки, этот чай, эти ягоды, этот поезд для похудения поможет наконец-то почувствовать себя стройной и похудевшей. В итоге вы просто потратите свое время, деньги или, что еще хуже, подпортите себе здоровье. С первого дня нашей новой жизни мы ждем результатов, постоянно взвешиваемся, примеряем новые джинсы, но результата нет. А что стоит? Стоит всего лишь немножечко подождать. Это совершенно обычный процесс, когда в начале вашего похудения уходит сначала вода, а потом уже постепенно жировая прослойка. Ограничение в питании значит никаких вкусняшек. Кто вам такое сказал? Если вы будете регулярно заниматься спортом и ваш рацион будет правильным и сбалансированным, то иногда в первой половине дня вы сможете позволить себе ваше любимое пироженка, любимый тортик или иногда даже жареную картошечку. Почему бы и нет, если вы регулярно занимаетесь спортом. Главное, чтобы это было в разумных пределах и входило в ваш дневной колораж. Многие люди просто слишком себя жалеют, из-за чего стараются больше отдыхать, на тренировках они не очень стараются, хотя знают, что могут выполнить еще один подход. Чтобы худеть, вам нужно искоренить чувство жалости к себе и заставить себя работать. Вы считаете калории каждого съеденного вами продукта? Поверьте, бывают люди просто помешаны на этом. Каждое яблочко, каждый грамм, и не дай бог что-то не влезет в твой дневной колораж. Нужно обязательно себя наказать. Я понимаю очень занятых людей, но вот некогда приготовить еду себе и приходится покупать уже готовые продукты, полуфабрикаты, но вы ведь не знаете, кто их готовил, какая пищевая ценность этого продукта. Ваша цель просто утолить ваш голод, но никак не получить пользу от этого продукта. Нужно мыслить логически. Невозможно стать стройной за какой-то короткий определенный период времени. Ваши лишние килограммы накапливались очень долго, и тешить себя надеждами не стоит. Вам предстоит длинный путь. Старайтесь спать хотя бы 7-9 часов в сутки. Плохой сон и похудение – это вещи несовместимые. При недостаточном сне ваш организм старается откладывать запасы энергии. Вы никогда не замечали, когда перед сном нам всегда хочется сладкого чая и какой-то конфеты. Таким образом, наш организм пытается компенсировать усталость. Не относитесь к процессу похудения слишком серьезно, радуйтесь жизни, шутите на эту тему, не воспринимайте эту проблему слишком близко к сердцу, ведь ваша цель – это яркий, без стрессов путь к совершенству. Вот вы отзанимались на тренировке, отработали на все 100%, и что это значит? Нужно обязательно съесть что-то вкусненькое. Нет, вы же не животное, которое нужно награждать за хорошее поведение. Тем более после тренировки наш организм требует качественной еды. Имея очень сильное желание похудеть, девушки обычно в подростковом возрасте доводят свой организм до изнеможения. Я бы это назвала просто психологическим расстройством или болезнью, навеянной какой-то странной модой или какими-то страшными стереотипами красоты. Здесь в первую очередь нужно обращаться именно к врачу. Прийти в супермаркет и накупить себе колбасы, пельмени, майонез, прийти домой и думать, что бы сегодня такого съесть. Девушки, вы должны думать хотя бы на пару дней вперед, что вы будете есть, и чтобы эти продукты у вас хотя бы были дома уже. Иначе голодная худеющая девушка в супермаркете – это не к добру. Очень многие худеют ради кого-то и постоянно ориентируются на мнение этого человека. Или же вам постоянно твердят, что с вашей фигурой что-то не так, и вы относитесь к этому мнению очень серьезно. Процесс похудения – это очень сложный процесс, и он пройдет удачно только тогда, когда вы осознаете, что вы все делаете только ради своего блага. Мама принесла вкусняшек, юху! И так постоянно. Проблема для всех. То тебя соблазняют, то тебя не понимают и смеются над тем, что ты ешь. Для человека, который действительно хочет похудеть, это не будет проблемой. Можно же просто поговорить серьезно с родными, или готовить себе отдельно, или же заниматься тогда, когда нет никого дома. Да, и такое бывает. Чего только девушки не придумают ради похудения. Простите, если я кого-то обижу, но когда человек, который курит и пьет, говорит мне, что он правильно питается и тренируется, при этом придерживается здорового образа жизни, я этого никогда не пойму. Конечно, у каждого свои причины для курения и алкоголя, но это уж совершенно не вяжется с образом красивой, подтянутой, здоровой девушки.
Ну что, ребят, вот 30 самых основных и самых волнующих проблем и ошибок, которые вы можете допустить при похудении. Будьте внимательны и не наступите на эти грабли. Если я что-то забыла или не упомянула, то обязательно напишите об этом в комментарии. Или может у вас какая-то своя личная ошибка или проблема. Обязательно поделитесь со мной. А мы с вами, как обычно, встретимся в новых видео. Всем удачи, пока!